Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какие двери вам откроются? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы пребываете. Вот у вас сейчас период, я бы сказала, что абсолютно не активности, а скорее пассивности. Это может проигрываться вообще какой-то, знаете, пессимистический настрой. Это может быть упадок сил. Это состояние, когда все и все надоели. Обычно такие ситуации бывают и такие состояния после каких-то тяжелейших, либо же психотравм. Это бывает после разрыва, развода, после того, как, допустим, там похоронил свою половинку. Но также это может быть такое, знаете, состояние разочарования. Вот вселенское разочарование в женщинах. Вы такой человек, который, в принципе, вы очень лояльный. Вот если к вам по-хорошему, вы горы свернете. Вы и романтичный, вы такой вот мужчина с большой буквы, ну причем, вот вы обычно, знаете, в отношениях как-то руководствуетесь именно сердцем. Вот вы не будете вступать в отношения по какой-то выгоде. Вы будете вот именно слушать сердце, душу свою. Вот кому вас тянет, с той женщиной вы и будете. Я имею в виду, тянет именно вот сердце, душа, вот именно чувства тянут. Потому что вы по жизни руководствуетесь не логикой, не умом, а именно вот сердцем. Ну, в принципе, в отношениях это и правильно, так и должно быть. Причем, вот я вам скажу, особенно, я думаю, последнее время, ну, может быть, вот после, если вот был разрыв, может проигрываться и после разрыва, после развода, вот вы стали такой, ну, больше сомневающийся человек. Вы стали больше недоверчивый, вы больше осторожничать стали. Это касается именно взаимоотношений. Плюс я сейчас вот не вижу у вас рядом женщины. Вот я не вижу, вы сейчас как будто на паузу поставили свою личную жизнь. Причем, я вам скажу, в вашем окружении вот есть дамочка, которая, ну, как бы положила глаз на вас. Не знаю, заметили вы это или нет, но дама такая страстная, активная, может быть даже огненного знака зодиака. Она, в общем-то, может даже флиртовать с вами, может заигрывать, но как-то у вас не очень такое состояние, которое, ну, не располагает пока к амурным делам. Вот вы вот закрылись, вот пока вы были в закрытом состоянии от женщин, я имею в виду. Так, что еще? Да, вот именно, скорее всего, у вас проигрывается измена, предательство женщины, потому вы и закрылись. Но у вас начнется, вот смотрите, у нас расклад сегодня о том, какие двери откроются перед вами. Смотрите, у вас будет в жизни, у каждого, опять же, будет по-разному проигрываться, потому что это общий расклад. Вам жизнь будет подбрасывать разные вот возможности, варианты для... Кому-то будет для усовершенствования ваших, возможно, каких-то навыков, да, это могут быть и карьерный рост, это могут быть какие-то, я не знаю, возможности перейти на другую работу, то есть какие-то вакансии, может, кто-то ищет работу, да, кому-то будут возможности, выбор среди нескольких женщин могут подбрасываться, ну, свыше, да, вот подбрасываться такие варианты. То есть вы никогда не будете обделенный человек. Вы всегда будете, ну, как бы, знаете, вот любимчик судьбы. Вот у вас идет однозначно новый этап жизни, новый жизненный этап, и он будет более светлый, более удачный, потому что вот то, что вы либо сейчас вот находитесь, либо у некоторых вот только вы отошли от такого негативного состояния, дальше у вас однозначно идет светлая полоса, и снова вот вы император. Ну, уже до смешного, практически в каждых раскладах вы императором падаете. Император, ну, никак не может быть невезучим и слабым. Поэтому, ребята, выше нос, кто расклеился,
Кто сейчас думает, что все, уже не будет ни женщины, ни семьи, ни любви, ничего, ну, императоры не бывают неудачниками, ребят. Понимаете, вы стоите как раз на, ну вот, ну на ступени, да, вот, ну на пороге уже нового этапа. И он, еще раз говорю, он будет очень позитивным. Это начинается ваше время. Это время везения, это время удачи, это время любви, новых начинаний. Причем у вас будут начинания и в любви, и в финансах. У кого-то два в одном даже будет. То есть кто к чему стремится, да, потому что некоторые из вас, я смотрю, скорее пойдут сначала по финансовой дороге. Вот у вас как раз открываются двери, ну то есть во все стороны. Вот куда захотите, туда и пойдете. И везде у вас будет один позитив. Давайте смотреть по работе. Давайте отдельно посмотрим, что по работе ждет, да, вот кто хочет, может быть, свое дело открыть, либо же перейти на другую работу, да, может быть, кого-то не очень устраивает теперешняя работа. Смотрите, у вас будут и по финансам отлично. Независимо от того, перейдете вы на работу, либо же вы свое дело откроете и по Солнцу, и по другим картам, да, у вас настолько вот позитивный период начинается. Да, хотя у вас будут некоторые сомнения. Вот будут у вас сомнения, это однозначно, потому что вы человек сомневающийся. Какой-то период вы еще подумаете, а стоит ли переходить, а браться или же нет. Но деньги будут однозначно у вас. Теперь смотрите, еще по финансам и по работе. У вас есть какой-то мужчина, ну, может быть, это друг, знакомый, либо же даже он появится вот на горизонте, у кого еще не появился, который вам поможет вот с работой. Это могут быть разные варианты. Либо же он возьмет к себе, допустим, предложит, да, вот этот мужчина скажет, переходи ко мне на работу. Либо же может сказать, что вот я знаю, вот там-то, в таком-то месте есть хорошая вакансия. Ну, то есть как-то вот этот мужчина вам поможет по работе либо трудоустроиться, либо к себе возьмет, да, у кого-то может быть даже финансами, да, может быть у вас общий проект какой-то, бизнес будет. Ну, то есть однозначно какой-то мужчина вам поспособствует именно в вашем вот таком продвижении. По деньгам, еще раз говорю, будет очень хорошо. Причем вот проигрывается даже у некоторых, что партнерские отношения будут. Особенно я делаю акцент те, кто, может быть, бизнес, свое дело хочет открыть. Скорее всего, это будет не лично ваш бизнес, а может быть, вы с другом откроете, там, я не знаю, с родственником или еще с кем-то, да, с коллегой, может быть, захотите свое дело вдвоем открыть. Ну, то есть будет партнерство однозначно, причем очень удачное. То есть двери к успешной работе у вас открыты. Далее смотрим. Теперь посмотрим по личной жизни, да? Что же у нас за двери откроются в личную жизнь? Вот она, красотка. Так. Смотрите, у вас будет новая женщина. Опять же, не нужно пугаться, потому что некоторые, я думаю, увидели башню и немного напряглись. Смотрите. В вашей жизни появится женщина, которая будет и самодостаточная, и интересная, может проигрываться с земного знака зодиака. Она будет немного моложе вас. Она будет очень такая рассудительная, очень умная дама, очень такая, ну, взвешенная. Вот она подходит к жизни. Теперь смотрите, вы с ней познакомитесь, это будет очень неожиданное такое, какое-то спонтанное знакомство. Женщина, которая пережила в своей жизни тоже развод, разрыв отношений был у нее. То есть она абсолютно свободна, она одинока. Но опять же, вот эти ваши сомнения, страшилки, они вам не дадут покоя. Вот вы будете бояться именно вот этой вот башни. Она вам настолько понравится, что вы как-то немного в себе, так знаете, вот замкнетесь на какой-то период, опешите и будете думать, а стоит ли вступать уже с ней в такие более серьезные отношения?
а потянули я ее, а вдруг она меня предаст, а вдруг не получится, а может я ее недостоин. Ну вот эти вот все ваши заморочки, которые очень часто мужчин посещают, да, ну что греха таить, ну это все знают, в общем-то. Поэтому будете какой-то период себя накручивать. Ну, довольно часто это выпадает в раскладах, но это не удивительно. Потому что я уже не раз говорила, что после болезненных разрывов, после развода, когда женщина предает мужчину, это нормальное состояние. Вот именно вот эти страхи, у кого-то даже комплексы появляются. Это нормальное явление. Какой-то период, особенно если все вот эти вот перипетии, душевные страдания, вот это все еще свежее, конечно же, то всему белу свету не будешь доверять. Так, то есть, ребят, смотрите, у вас получается, у вас вот две основные двери в вашей жизни откроются в позитив, это однозначно. И по финансам, и по любви. Давайте еще немного о любви уточним, да, чтобы вы уже были спокойны, не переживали. Ну вот, у вас однозначно у вас падает стабильность, это будет ваша новая императрица. Причем это судьбоносная женщина, это появление судьбоносной женщины в вашей жизни. И это конец одиночества. В вашей жизни появится вот именно эта женщина, которую поначалу вы будете побаиваться, да, даже опасаться, что, может быть, не получится, уж слишком хороша она для вас будет. Но именно эта женщина избавит вас от одиночества. Именно с ней вы обретете ту гармонию, то счастье, которое так необходимы вам. То состояние, за которым вы очень сильно соскучились. У вас настолько вот нехватка уже именно женской заботы, женской любви, нежности, да. И я не беру во внимание, да, если у кого-то из вас, допустим, есть какие-то одноразовые связи периодически. Но вы прекрасно понимаете, что это все не то. Одно дело, когда ты любишь женщину, да, напишите в комментариях, права я или нет. Одно дело, когда ты любишь, когда это твой любимый человек. А другое дело, когда вот эти вот все девочки-однодневочки, ну это все не то пальто. Поэтому, ребят, у вас сногсшибательный период начинается. Я по вашим комментариям, я много чего вижу, я много чего понимаю. Я искренне вам сочувствую, вот именно по-человечески, да. Мужчины не любят, когда их жалеют, но просто вот по-человечески я сочувствую тому, что произошло в вашей жизни, вот вашим трагедиям, да, это реально разрыв с любимым человеком, это реально трагедия. И развод вообще стоит на втором месте после смерти человека. Поэтому я искренне сочувствую, кто еще находится в таком вот печальном и унылом состоянии. Конечно же, это состояние у вас пройдет. Просто у каждого потребуется свой отрезок времени. Кто-то быстрее отходит от этого, кто-то дольше. Ну, случилось, как случилось, да, по воле судьбы, и с этим ничего не сделаешь. Как бы нужно жить дальше, нужно понять, что если одна женщина вам сделала больно, это не значит, что все женщины плохие, все будут делать больно. Конечно же, нет. Нужно работать над собой. Это я сейчас немного такое вот ваше любимое психологическое отступление делаю. Нужно понять, что, конечно же, должен пройти период, чтобы ваши эмоции улеглись. Поначалу, ну поверьте, но это всем сложно. Всем трудно проходить вот этот период, острый период, когда только разошелся с любимым человеком. Я делаю акцент именно на любимом человеке. Потому что если расходишься с нелюбимым, ну это, знаете, вот перекрестился, забыл и сказал, слава Богу, что отвел от меня этого человека, да. А вот тяжело, когда расставание именно с любимым, когда ты вкладываешь всю душу, когда ты стараешься, из кожи вон лезешь и делаешь все возможное и невозможное для человека, а это не ценится. Вот это больно, да, вот это больно, обидно, это безумно больно. Но вот что я хочу вам сказать, да, вот я понимаю, что бы я сейчас ни говорила, слова — это всего лишь слова, да. Не зря говорят, что вот говорить просто, а попробуй забыть.
а попробуй отпустить, да, а попробуй выдернуть из сердца, из души этого человека. Я прекрасно понимаю, что это все очень сложно, и на это нужно время. И порой довольно длинное время, да, долгое время должно пройти. Но как бы, ребята, жизнь меняется, все течет, все меняется, не зря говорят. Поэтому вот то, что я вижу по раскладам, как бы тяжело вам сейчас не было, но и на вашей улице будет праздник. У вас тоже идет и новая женщина в вашу жизнь, и по финансам, и по работе у вас все будет хорошо. Поэтому не отчаивайтесь. Вы все-таки императоры, да? У нас из расклада в расклад падаете вы императорами, а император, ну, никак не должен расклеиваться и должен быть всегда сильным. Поэтому я всем желаю счастья, желаю поскорей выйти из вот этого сложного состояния, выйти из состояния одиночества, потому что одному даже в раю плохо. Вот мне так нравится это выражение, что одному даже в раю плохо. Поэтому я вам желаю быть в раю на земле, но с любимой женщиной. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!